Сейчас во всем мире есть проблемы с приобретением недвижимости. Не все люди могут позволить себе купить дом мечты, но некоторым удается выкручиваться из самых сложных ситуаций очень интересным образом. Дэниел обычный 28-летний парень, который жил в Лондоне. Он с детства был очень замкнутым, общение с людьми зачастую его напрягало. С возрастом эта проблема только усугубилась, и молодой человек решил стать отшельником. Сам Дэниел не видит проблемы в своем образе жизни, ему вполне комфортно жить одному. Столкнувшись с потерей работы и невозможностью снять, и тем более купить жилье, он нашел весьма нестандартный выход из ситуации. Он решил своими руками построить дом из глины. Парень брал ее из реки, которая течет неподалеку от его жилища. Ранее мы рассказывали вам историю о том, как девушка смогла собрать для бездомного 380 тысяч долларов. Для того, чтобы постройка получилась достаточно надежной, мужчине потребовалось несколько попыток, и лишь 7-я увенчалась успехом. До этого все дома разваливались, но Дэниел не сдавался. Спустя несколько месяцев кропотливого труда он смог реализовать свою задумку. Конечно, дом получился не очень большой, но одному человеку места в нем достаточно. Кровать Дэниел сделал из опавших листьев, а на крыше импровизированного дома есть солнечные батареи, которые вырабатывают немного электричества. В доме есть и спальное место, и место для хранения продуктов. Большую часть мужчина выращивает сам для этого. Рядом с домом он оборудовал небольшой огород. Тем не менее, за некоторыми продуктами приходится ходить в магазин. Также у Дэниела в доме есть источник пресной и чистой воды, что заметно облегчает ему жизнь. По словам самого молодого человека, такая скромная жизнь его вполне устраивает. Он живет в нескольких километрах от города, здесь нет людей, и это вписывается в его образ жизни. Можно сказать, что он стал настоящей знаменитостью, ведь сюжет о нем и его импровизированном доме показали по телевидению. К сожалению, внимание на Дэниела обратили и местные власти. Сейчас они добиваются того, чтобы снести незаконную постройку, но молодой человек активно этому сопротивляется и верит в то, что справедливость восторжествует и ему позволят спокойно жить в его маленьком домике. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.